родилась здесь, в Орегоне. Ну, конечно, мои предки попали сюда из России они выехали через Хабаровск. Это было 1932 года. И они попали из Хабаровска в Харбин, в Китай. И родились мои родители там, в Харбине. И когда моим родителям было по 9-10 лет, их перевезли через разные организации в Гонконг. После Гонконга они попали в Бразилию, где они прожили несколько лет. И там мои родители сыграли свадьбу. Но я уже здесь родилась в Willamette Valley, в Вудберне. И наши родители нам всегда крепко говорили, что живите каждый день свой, чтобы он был не пропавший, чтобы этот день что-то для людей, для себя, для семьи что-то составил. Hello. What can I get for you? Can I get a decaf latte, please? Yeah. A 12 ounce. Perfect. You want it hot? Yes. Right. Thank you. Yeah. Это моя самая любимая. Мне было 13 лет, когда я эту картинку вышила. И крестом люблю вышивать. Но, конечно, сейчас очень мало времени, чтобы заняться вышивкой. Староверы очень дружелюбивые и очень трудолюбивые, очень друг дружке помогают. Например, вот сейчас к нам предстоит свадьба. И, конечно, большие семьи. Например, у нас более сотни сестрянок, то есть отцы мои или мать братья, а эти сестрянки. То вот все приезжают на свадьбу, все делают весь труд даром, ни за что не платим, только за пищу. И также, если в какая-нибудь авария, то очень друг дружке помогают. После того, как мать родит дитя, приходят, всего приносят. То очень дружно и... Ну и то отличает староверов от других русскоговорящих. Они очень стараются быть как отделенные немножко, и очень трудно попасть в общину староверов. Конечно, многие перешли в нашу религию, в нашу церковь и стали как член стали староверы, но это очень трудно. И многие постараются и потом бросают, потому что трудно принимать. Особенно вот несколько лет, недавно у нас пришло много мужчин, которые перешли в нашу религию и в нашу общину, и очень много имеют бизнесы, 2 или 3, может, рыбачат в Аляске, здесь имеют фарму, ягоду собирают, и еще construction ведут бизнесы. То многие семьи, потому что они большие семьи, один сын то ведет, другой сын другой ведет, или как молодой парень женится на свадьбе, это очень много приносит денег и приносит подарок, чтобы жизнь их началась без долгу, и все это налично, чтобы зачалась жизнь молодая в самом лучшем состоянии, чтобы быть богатым, чтобы не бедновать. Да, традиции все придерживаются этой же одной, но есть маленькое разделение. Одна церковь отошла, это было 80-х лет, то они более, можно сказать, как
less conservative, да. Но и потому что семьи большие, наши семьи большие, много, и рано женится, и много детей, то нас больше и больше встает, и наша община более задерживает все те же самые традиции, хотя и разделяется, маленечко отделяется от религии. Это когда старший сын получил graduation, прошел 12 класс. Это наша семья, у меня 2 дочки, 5 сыновей. И самому младшему теперь 25 лет. И это была очень интересная история, как мне пришлось мать-одиночке поднять такую семью. Но, конечно, я не одна, много таких бодрых матерей, которые растят семью, и интересные у них тоже истории. Очень просто приходить в наши церкви, в наши моления вечерами и утрами. Конечно, наше моление начинается в 2 часа. Многие, которые очень хотят попасть в наше общество, то приходят так рано. И после того, как перейдут, они очень часто присутствуют так рано и ведут себя очень добро и весело, и так, как полагается быть. Но занимает года 2-3, смотря какое желание у человека. Но это очень просто. Познакомиться другие люди, скажут, так, кто это такой, приходит каждый раз, я пришел в 2, он уже здесь, как это так, и тогда начинает такая, как маленькая община вот, человека, и начинает помогать. Мой старший сын, он ведет церковь в Канаде, то старший сын и брат, они уже покрестили в религию 3 за какие-то 4 года. То более и более подходит новые люди к нам, и это очень мы желаем, особенно у нас, как вы слышите, вообще везде мужчины 50 лет помирают от heart attack, то у нас много осталось вдов, и теперь подходят люди, которые хотят быть в нашей религии, часто влюбляются в молодых женщин и переходят в религию. Да, вот, например, эта неделя, можно сказать, это официальная неделя. Вот, воскресенье будет у нас, называем пропой. Мы придем к невесте, принесем пищу и выпивки, конечно, браги много наквасили. Придем по сватам, сделают 3 поклона, как уже заручание. Как они сделают, что поклянутся, что уже теперь после этого будет свадьба. И принесем, мы их угостим, садим за стол с молодыми, они нас угостят, и фотографии покажем, когда ей красоту наденут после этого, и подружки, и начинается официальная часть, можно сказать, как зачин свадьбы. После этого на неделе там карточки заснимаются. Мы, конечно, все будем стряпать, да без ног будем заняты. И обычно бывает девичник, где собираются молодые люди, и с невестой и женихом провожают время. Ну, конечно, будущее воскресенье, 21-го у нас будет свадьба, то это будет, как повенчают в церкви, выйдут из церкви, будет большой обед, духовный обед называют, а потом большой ужин. И обычно 2 дня свадьбы. На утро встают, и в час или в 2 начинают поужин, и тогда потом веселье до самого рассвета, можно сказать. Обычно 2 дня.